Дед Лунтик слетал в Китай. Встреча была важной. США признали, что Китай больше не производственная база западного мира, а сверхдержава, которая готова бросить вызов одряхлевшему и зажравшемуся мировому гегемону под руководством слабоумного старика. Никто не знает, к чему приведет соперничество США и Китая. Это может быть холодная война, может быть прокси-война, а может и прямое столкновение. На данный момент Лунтик, вернувшись в США, тут же слил Тайвань, заявив, что острову не стоит объявлять о своей независимости, потому что США не планируют защищать молодую демократию. И вообще переносите производство чипов в США, и тогда вообще всем по барабану, что там с вами случится. Тем более, что США от Тайваня находится на расстоянии 9500 километров. Далековато, а топливо дороговато. В общем, кошка бросила котят, пусть ебутся как хотят. Еще никогда мировой жандарм не выглядел так жалко и беспомощно. Все, что порадовало в визите, хорошее настроение Илона Маска. Похоже, он снова нашел сыворотку счастья и вмазался ей так, что хватило не только на визит, но и на обратный полет в США. Как пишут аналитики, дед Лунтик не добился от Си ни поддержки по Ирану, ни поддержки по Украине. Сейчас в Китай прется старик Кабаев. Остается маленькая надежда, что Си все же предложит Лаптиканди закругляться по Украине, потому что перспективы у одичалых не очень. А у деда Лунтика дела вообще очень плохи. Рейтинг Грудачёлу Гетьмана продолжает падать. Цены на топливо в США бьют рекорды. Иран уперся и не планирует капитулировать. США и Израилю придется продолжить бомбежки и начинать хотя бы точечные наземные операции в Иране. Это значит, что как раз к выборам в США полетят гробы с морпехами из Ирана, а цены на бензин вырастут еще. В общем, удачи деду Лунтику и республиканцам. Самое время пожинать плоды своей гениальной политики. Как я люблю говорить про наших гениев, если вы все сделали правильно, то почему же сейчас находитесь по уши в дерьме? Прямая цитата от Трампа на закуску. Президент Си сказал, что Америка это страна, которая приходит в упадок. Я сказал, вы правы. Но он сказал, что то, что я сделал, это чудо. Ну, в общем, как-то так. Доброго вечора, ми з України, ви дивитесь проект «Україна в огні», мене звати Рауль. На этом месте ставим лайки, не забываем про перепосты, не забываем подписаться, в конце жду ваших комментариев. Если хотите помочь более глобально, на YouTube в описании к видео есть все наши реквизиты, на Фейсбуке все то же самое в комментариях. Отдельная благодарность нашим партнерам на Патреоне и на YouTube, вы очень помогаете. Ну а мы переходим к нашему сюжету. В прошлом выпуске я обещал, что этот будет наполнен позитивом. Начнем с отличных новостей из Лаптиканды. По мнению родоначальника жанра Ивана Яковины, Запад сулит Путину дворцовый переворот, а российские военные уверены в провале своего летнего наступления. Сюжет о близком конце империи зла просмотрело почти 400 тысяч людей, что еще раз подтверждает тезис о том, что позитив спасет мир. К сожалению, я сюжет не осилил, но полностью доверяю Ивану. Он про крах РФ и скорую гибель Кабаева рассказывает годами. Человек полностью в материале и тему переворота знает досконально. Есть хорошие новости и для военкурвы, которая ведет канал «Записки ветерана». Именно это животное утверждало, что киевский режим взорвал дом в Киеве, а не одичалая ракета Х-101. Вот тебе записка видео удара, где четко видно прилет ракеты. Теперь можешь начинать нести дичь, что видео сгенерировано ИИ или что это наша ракета, которую мы сами запустили по своей же столице. Здесь я еще раз задам вопрос. Это насколько надо быть одноклеточным, чтобы не понимать, что Киев напичкан камерами и смартфонами, и с высокой вероятностью удар будет зафиксирован на видео. Уже не говоря про фрагменты ракет и спутниковые данные от партнеров, где эту ракету можно отследить от момента запуска до момента удара по жилому дому в Киеве. А теперь переходим к фэншуй скандалу с кооперативом «Династия». Для тех, кто не в курсе. Бывший глава ОП и друг президента Андрей Ермак получил підозру от НАБУ. Следователи считают, что вместе с кентами, Миндичем и Чернышовым отмывал деньги Ермак и строил себе особняк за $2 миллиона. До понедельника Андрей чалится в СИЗО, а в это время кверху пузом всплывают его друзья, кумовья и кенты, которые перечисляют деньги на залог. Самое громкое всплытие — Сергей Ребров, который перечислил 30 миллионов гривен. Видимо, обязательства перевесили репутационные потери. Ну что ж, бывают.
В это время президент Зеленский, друзья, партнеры и подчиненные которого либо в СИЗО, либо под залогом, либо в бегах, молчит. Вернее, говорит обо всем, но только не о том, кто же такой Вова, который владелец 4-го особняка в кооперативе «Династия». Даже не говорит, что это не он. За последние дни мы зато услышали от провластных спикеров, что на нас вот-вот нападет Беларусь, что Кабаев в любой момент может ударить по Украине ядерной бомбой, что армия РФ планирует нанести ракетные удары по офису президента, по резиденции в Конча-Заспе и по другим центрам принятия решений. Сука, Рауль, где же наконец позитивные новости? Воскликнет возмущенный зритель. Спокойно, я приступаю. Начнем с того, что про вторжение Беларуси нам рассказал сбитый летчик Дмитрий Кулеба. Это бывший глава МИД, который при Ермаке сидел на переговорах на престижном стульчике и не отсвечивал. А также отличился пафосной фразой о том, что если украинцам Запад не даст оружие, храбрые воины ЗСУ будут отбиваться лопатами. Разумеется, после отставки Кулеба лопату в руки не взял, а запустил блог на ТикТоке. Кстати, про наступление войск Крахмала-Питека он также сообщил, что вместе с лопатами в Беларусь полетит столько всего интересного, что живые позавидуют мертвым. По ядерному удару. Это было очередное интервью с Будановым. Там он выдал базу, что РФ может ударить ядерным оружием в любой момент и в любую точку. Но он, Буданов, обязательно будет знать о таких приготовлениях и нас предупредит. Таким образом, наши воины смогут направить острие лопаты либо влево, либо вправо, чтобы стекающий металл не прожег казенные таланы или свежекупленные ловы. Все под контролем. Про удары по центрам принятия решений тоже у меня есть ответ. Насколько я знаю, Вероника Фэншуй, с которой Андрей Ермак якобы согласовывал все кандидатуры в Кабмин и ОП, никогда не допускалась на Банковую или Конча-Заспу. То есть мозг государства не будет уничтожен даже на 50%. Что касается зданий, возможно и хорошо, что пацаны не достроили кооператив «Династия». Сейчас бы полетели Искандеры не по государственным дачам, а по частной собственности. Это было бы крайне неприятно, не говоря уже про прямые убытки. Теперь про то, почему союз Ермака и Вероники Фэншуй это лучшее, что могло случиться с Украиной. Тут все просто. Как я вам и говорил, из страны давно уехали все умные. Остались только храбрецы и глубинный народ, то есть мы. А глубинный народ давно отверг логику и пользуется исключительно интуицией и магическим мышлением. И это означает, что люди видят не только нашу якобы объективную физическую реальность, но и эфирный, астральный, ментальный план реальности. А чуваки уровня Гордона, Ермака, Буданова и периодически Зеленского способны достигать даже божественной реальности. Так вот, это только на физическом уровне бытия Ермак похож на крупного урукхаевца верхом на вепре, а Зеленский на компактную версию Фиделя Кастро. На астральном уровне они совсем другие. Ермак обычно восседает на драконе, Зеленский ребром ладони разбивает Гималаи, а Вероника Фэншуй классическая рыжая Соня 90-60-90 с шелковистыми бедрами и регулируемой грудью от 3 до 5 размеров. И начиная с астрального мира видно, как наши герои ежесекундно отбивают атаки одичалых эгрегоров. Именно там Малюк, Татаров и даже Арестович, вооружившись энергетическими мечами, обрубали хвосты кадыровским обезьянам и возводили курганы из их голов прямо на Европейской площади. В общем, есть многое в природе друг Горацио, что и не снилось Генпрокуратуре, не говоря уже про нубов из НАБУ. Как любил говорить то ли Джеффри Эпштейн, то ли Альберт Эйнштейн, мир полон чудес и волшебства, если ты не учил физику и закончил Институт культуры, КИМО или Криворожский экономический институт. Другими словами, все эти браслетики на руках, ниточки в волосах, куклы Вуду, палантиры, зеркала и препараты, которые помогают выйти в астрал и даже на божественный план бытия, это и есть 3 закрытые пункта плана перемоги, который был создан членами рыцарского ордена Династии еще в 24 году. Наш Дездечадо, рыцарь лишенный маетка, лично рассказывал про план депутатам, а многих посвящал и в секретные пункты. По сути, все эти годы Запад видел лишь физическую часть противостояния империи зла и Украины. А на самом деле это была битва кровавых колдунов КГБ против светлых рыцарей меча и каббалы при поддержке коррупционного колеса сансары.
Теперь правда вышла наружу. Но нам, потомкам агроэльфов и подольских гномов, нечего стыдиться. Мы пользуемся природной магией и черпаем силы исключительно из светлых источников. А Ермак никакой не преступник и коррупционер, а обычный печерский друид, который нуждался в золоте исключительно для создания волшебных алхимических эликсиров силы. А власть всю направлял исключительно для укрепления магического защитного купола над страной. Вот, кстати, дед Лунтик, он признанный стихийный маг, который может вызвать невероятно мощный золотой дождь и даже на себя. У Ермака своя специализация – воздушный щит и боевая хуцпа. Кличко, например, мастер тарабарских заклинаний, президент руническая магия и гадание на скумбрии. Я вообще не понимаю, что нужно объяснять людям, которые выросли на Гарри Поттере, Властелине колец и сериале «Пацаны». Может, еще про ВР спросите? Так это обычный ковен с гадами. Вы никогда не видели, как после их законов дохнет скот, киснет молоко и не всходит тесто? Ну, поздравляю, похоже, вы программист или окончили физмат. Что будет дальше? Дальше будет средневековье. В Верховной Раде как раз создали новое межфракционное депутатское объединение под названием «Поиск Царства Божьего и правды его». Я не шучу, загуглите или заджипитите. Именно представители этого объединения уже предложили законопроект, в котором предлагают ввести административную ответственность за предоставление на платной основе любых услуг в сфере магии, ворожіння, экстрасенсорики, эзотерики та оккультизма. Бесплатная деятельность под действие документа не подпадает, но это пока. Когда Георгий Мазурашу и сотоварищи найдут Царство Божие, все эти ворожки, гадалки и экстрасенсы будут колесованы и преданы огню. И тут я полностью согласен с Мазурашу и даже готов пойти дальше и возродить и возглавить Святую Инквизицию. Но действовать будем от противного. Если ты ведьма, то будь добра быть обворожительно красивой без ботокса. Если ты суккуб, то как бы прошу к станку. Если колдун, сбей ракету над Киевом. Если экстрасенс, покажи набу тайники с наличкой и холодные флешки от криптокошельков. Если ты специалист по фэншуй, вот тебе инженерные войска, накопай нам линию обороны, чтобы одичалые никогда ее не прорвали. А мы уж тебе и девственниц, и янтаря из Ровно, и красавцев с Гватемалы не пожалеем. А ежели ты шарлатан, из-за которого приличные люди в СИЗО чалятся, то будь добр на костер. Время нинче лихое, воєнне, не до гуманізму. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!